Всем привет! С вами снова я, Black Falcon. И сегодня я буду снимать Gran Turismo 5 в режиме GT B Speak. В прошлый раз мы играли в режиме A Speak. Что ж, погнали. Сейчас же я же B Speak главное создать гонщиков. Сделать ты можешь с помощью списка гонщиков, доступного на экране моего этого. Ладно, пошли создавать гонщика. Так, гонщик. Вместо нового гонщика. Погнали. Так. Имя. Пусть фамилия у него будет... Так. Шкот. Типа гонщика. Так. Что у нас будет хладнокровно? Так. Экипировка. Шлем пусть будет вот такой вот. А костюм вот такой вот. Что ж, создать. Вы все хотите создать гонщик? Да. Закрываем. Что ж, погнали участвовать в Бэшпик. Даже Бэшпик вы руководите своим гонщиком. Давали ему указания. Каждый пилот обладает собственным характером и стилем вождения. Новые гонщики выступают не слишком уверенно, но ваши верные указания могут вывести их в лидеры. Найдите задержку для новичков. Постепенно мастерство вашего гонщика будет расти, вместе с ним и ваш уровень в Бэшпик. По мере вашего уровня вы будете получать доступ к более сложным железным. Что ж, окей. Так. Выберем также ваш красный кубок, в котором мы уже участвовали в режиме Ашпик. Ваш красный кубок — это открытое соревнование из 3 железов, ориентированное на новичков, допускающие любые автомобили с любой мощностью. Так. Погнали. 6-круговая гонка. Гонщик пока у нас один, и он будет участвовать в этой гонке. Старт. Увеличить скорость. Рисунок гонщика изменяется в зависимости от хода железа. Наш гонщик выходит на первую позицию, сохраняет скорость. Увеличить. Наш гонщик уже начал. Значит, мы уменьшаем скорость. Сохраняем скорость. После первого круга наш гонщик первый. Позвольте, что твой гонщик увеличит следующую скорость, нельзя допускать ошибки. Чтобы не допустить потери контроля, следите за своим гонщиком и отдавайте ему верные указания. Через наш гонщик не ошибся, пока что сохраняем скорость.
Я думаю, можно и увеличить скорость. Думаю, еще раз увеличу. Пока мы сохраняем первую позицию, теперь сохраняем. Уровень агрессивности соперника зависит от хода задержки. Если ваш гонщик будет сохранять спокойствие, а соперник выйдет из себя, это даст вам преимущество. Сейчас нашего гонщика завершило. Сохраняем скорость. Я думаю, поменьше пока что. Теперь увеличиваем. Пока я сохраняю. Мне мой гонщик сохраняет его, конечно. Интенсивные маневры негативно сказываются на физической силе гонщика. Старший гонщик чаще допускает ошибки. Теперь сохраняем скорость. Снова сохраняем. Теперь уменьшаем. Я думаю, можно увеличить скорость. Длительный напряженный страж негативно сказывает на психологическую устойчивость гонщика. Старший гонщик чаще допускает ошибки. Но пока он идет первым. Увеличиваем скорость пока что. Теперь сохраняем скорость. Теперь увеличиваем. Последний круг, гонщик первый. Я думаю, сейчас можно только увеличить скорость. А давайте гонщик ввел на указание. И вас ждет успех в режиме после. Наш гонщик ошибается. Снова увеличиваем скорость. И опять увеличим. И снова увеличиваем. Очень грубая ошибка, но в издевательской манере гонщик занимает первое место. Выживший лишь ровное направление. Также он принес нам денег и сразу достиг первого уровня. Так. Тут мы заняли первое место. Сейчас поедем во второй гонке турнира. Это наш четырехкруговая гонка. И получаем кубок. Также все сказать, что это традиционное соревнование открыто для всех желающих. Что ж, вторая гонка турнира. 4 круга. Думаю, гонщик справится. Что ж, погнали.
самого начала увеличить скорость выбора. Погнали. Сразу выдуваюсь на первую позицию, пока что сохраняем скорость. Так что пока сохраняем эту скорость. Ашпик и гораздо экономнее в плане нервов. Теперь сохраняем скорость. Теперь, думаю, сейчас сохраняем скорость. Я думаю, можно и увеличить скорость. Сейчас уменьшаем скорость. Перед последним кругом наш гонщик первый. Теперь сохраняем. Теперь увеличиваем. Теперь еще раз увеличим, думаю. Теперь
сохраняем. Теперь еще раз сохраняем. И напоследок увеличиваем. И гонщик снова белого. Лава. Рад, что мы опять получили 400. И опыт. Дважды за победу. Весьма неплохо для гонщика. А сейчас последняя гонка турнира и, следовательно, последняя гонка в этом видео. Четырехкруговая гонка, с которой я так сильно мучился в прошлый раз в режиме H-Peak, но думаю, в режиме Bash-Peak с этим проблем возникнуть не должно. Тем более тут 4 круга, а там всего было 2. Что ж, погнали. С самого начала увеличиваем скорость. Также выдуваемся на первую позицию. Еще раз увеличиваем скорость. Теперь сохраняем. Нашего гонщика заносят, это плохо. Думаю, мы пока что сохраняем скорость. Теперь, думаю, можно увеличить. Опять небольшая ошибка. Уменьшаем теперь. Теперь увеличиваем. После первого круга первый. Теперь сохраняем. Занос. Теперь уменьшаем. Думаю, теперь можно увеличить. Теперь сохраняем. Теперь увеличиваем. И еще раз увеличиваем. Теперь сохраняем. Но, с другой стороны, в режиме H-Peak
все-таки интереснее, чем разжили бэшбэк. Все-таки мы там сами управляем нашим гонщиком, а за нас делает компьютер. Увеличиваем скорость. Тут мы просто даем указание гонщику, он их старается выполнять. Теперь сохраняем скорость. Теперь увеличиваем. Еще раз увеличиваем. Теперь уменьшаем нашу скорость. Посмотрите, пока первый идем. Наш гонщик ошибается, но это не проблема. Пока что сохраняем скорость. Голубая ошибка. Уменьшаем скорость. Еще раз уменьшаем скорость. Теперь увеличиваем скорость. И еще раз увеличиваем скорость. Все-таки сейчас уже будет финиш. И снова первое место. Здесь мы, как обычно, получили 400, потому что выиграли. И гонщик получил уровень 2. Это круто. Сегодня успел по максимуму. Лишь за 3 победы. В обоих случаях, что в режиме Аспик, что в режиме Бэшпик, мы во всех гонках выиграли в воскресном кубке. И сейчас пойдем покачаем нашу тачку. Так. Погнали. Вы уже здесь Бэшпик воскресный кубок с золотыми наградами. Вы получили следующий плюс. Лялиш Ю Лява Спорт Эдишн Дежель 00. Сейчас нам доставят эту тачку. Открываем. Использовать ее не буду, потому что... А, нет. Вы решили как использовать, ребят? Да. Что-то я немного вступил. Неплохая такая тачка. Выбрать этот автомобиль нет. Пока что останемся на своем. Мы получили клашку Black Micro. Клашку можно использовать в автомастерской для поклажки кузова или колесных дисков. За эту услугу взимается небольшая плата. Теперь сделаем небольшой тюнинг. Так, посмотрим. Кузов шасси. Вот здесь все мы здесь купили, на более надеюсь в том, что пока что не хватит денег. Двигатель. Так. Тоже пока не хватает. Пушка. Тоже тут пока все вообще. Выпуск. Так. Титановый полуб. Гоночный глушитель.
Легкий глушитель шатанного шпала повышает мощность двигателя на высоких оборотах, повышает характеристики с 201 кВт до 205 и трансмиссию 456 до 459. Покупаем, покупка завершена, принимаем, устанавливаем сейчас, деталь установлена. Так. И покупаем спортивный выпускной коллектор. Это что оптимизирует отвод выхлопных газов, тем самым улучшает сгорание топливной смеси и повышает пиковую мощность двигателя, повышает характеристики с 205 кВт до 212 и трансмиссию 459 до 464. Принимаем, устанавливаем сейчас. Тут пока мы купили все, что можем. Комплекция турбонаддува. Тут мы пока ничего не можем купить. КПП. Тут мы уже покупали. И пока что нас не хватает. Трансмиссия. Богатый выбор деталей трансмиссии для любых стилей вождения. При правильном подборе таких деталей ваш автомобиль станет быстрее и проще в управлении. Покупаем однодисковое сцепление. Хотя сцепление позволяет включать и отключать передачу крутящего момента двигателя, коробки передач. Течение выше этого ушла позволяет ускорить переключение передач. Покупаем. Устанавливаем сейчас. Так. Просто глянем всякий случай. Можем ли мы что-нибудь купить в подвеске или нет. В подвеске ничего. А в шинах. Пока что тоже ничего. Что ж, сейчас сохраним и на этом, думаю, закончим. Сохранение данных. Не выключать систему, помогающим индикаторы HDD. Сохранение завершено. На этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях и не забывайте подписываться на мой канал. До скорого!